Рада приветствовать всех любителей вязания. Если вы любите экспериментировать с узорами так, как я, думаю, это видео будет вам очень интересным. Немножечко предыстории. Я увидела в интернете вот этот джемпер, который вы видите сейчас на экране. Мне понравился и сам фасон джемпера, простой, как в принципе я люблю, мне нравятся такие фасоны. Также понравился и узор. Я начала вязать образец, связала его, все как бы вроде бы ничего, но вот изнаночная сторона этого узора мне понравилась больше. Вот вы сейчас ее видите, эту изнаночную сторону. Единственное отличие, что я взяла вот этот элемент вязания, который называется японский листик, по крайней мере, так переводит Google его. Я его выполнила на вот этой изнаночной стороне. И вот какой результат у меня получился. Обрамление вот это, которое формируется с помощью убавления петель и контраст лицевых и изнаночных, сформировал еще вокруг этого маленького японского листика большой лист. И, в общем-то, получился вот такой результат, которому я дала название «Японские листья». Итак, вот как выглядела лицевая сторона в оригинале, с единственным отличием, что вот здесь был выполнен сам листик. У меня же это получилась изнаночная сторона, поэтому листика здесь не видно. И так как результат моего эксперимента мне понравился, я решила поделиться вот таким вариантом этого узора с вами. Что хочу сказать по пряже. Пряжа здесь подойдет любая гладкая или пушистая, но даже в пушистой пряже я бы не рекомендовала слишком рыхло вязать, потому что теряется весь эффект, структура самого узора. Но, опять-таки, видов пряжи очень много. Я пробовала на той пряже, которая есть у меня. Быстрее всего у вас другая пряжа, и, возможно, на ней рыхлое вязание будет выглядеть интересно. С ленточки вообще этот узор потерялся. Легкая фантазия, да, было очень красиво. Полурыхлое вязание такое. И легкая фантазия, где там на пряже только узелочки. Тоже было интересно, но она у меня в очень темном цвете, в шоколадном. И камера совершенно не хочет передавать рисунок, поэтому я его вам не покажу сейчас. Вот так выглядит этот узор. Если его вязать от горловины, листик будет смотреть вниз, но тем не менее все равно получается вот так, оно очень интересно. Ну, изнаночную сторону я вам уже показывала, как она выглядит. В моем случае это изнаночная сторона. В оригинале это была лицевая сторона. К спицам, как вы поняли, узор абсолютно непривередлив. Здесь нужно просто учитывать плотность вашего вязания и рекомендации производителя. Вообще с этим узором я планирую вязать не полностью изделие, хотя полностью изделие выглядит интересно. И изначально я планировала вязать джемпер, именно тот, который я вам показывала, но на данном этапе я поменяла свои приоритеты, взгляды, вкусы, поэтому вот этим узором я его буду использовать как кайму, а не для полного вязания изделия. То есть у меня будет низ изделия оформлен вот таким узором, стоечка таким же узором будет, и полностью будут связаны рукава. Перед и спинка, кроме низа изделия, будут связаны лицевой гладью. Итак, давайте приступим. Раппорт данного узора составляет 8 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта этого узора, чтобы показать нюансы, которые во второй половине раппорта возникают в начале и конце ряда при поворотном вязании. При вязании по кругу этих нюансов нет. Итак, первый ряд я начинаю с кромочной, я ее просто переснимаю и вяжу сам раппорт узора. 2 изнаночные петли, 1,
2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, я меняю расположение петель так, чтобы первая дужка и изнаночной, и лицевой петли смотрели на меня, и провязываю вот таким вот образом. Далее идет накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, также меняю расположение лицевых и изнаночных петель так, чтобы вторая дужка петли смотрела на меня. Дальше 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот видите, вторая дужка и лицевой, и изнаночной петель смотрят на меня. И провязываю их 1 лицевой. Далее 1 изнаночная петля, и на этом я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю 1 изнаночной, это петля симметрии, и кромочной петлей. Все ряды четные провязываются в этом узоре по рисунку. Накиды при поворотном вязании провязываются открытой изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, также провязывается все по рисунку, только накиды провязываются лицевой. Во втором ряду никаких других особенностей нету, но там, где я буду провязывать сам японский листик, я буду провязывать и четные ряды, хотя узор там не формируется. И тогда покажу, как я провязываю четные ряды этого и подобных узоров. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Изнаночная – это у меня петля симметрии и кромочная петля. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю. Далее идут 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Здесь я буду формировать листик. Я опускаюсь на 4 петли вниз. Надеюсь, хорошо вам видно. 1, 2, 3, 4. Эту петлю пропустить очень сложно, потому что она, вокруг нее находятся 2 накида, и она получается более вытянутая, нежели остальные петли. Я продеваю спицу через эту петлю и подхватываю рабочую нить, провязываю 1 лицевую. Я ее сильно не вытягиваю, чуть больше, чем при обычной лицевой глади. Далее я провязываю эту лицевую петлю, спускаю ее со спицы и в эту же петлю провязываю еще 1 лицевую. Итого у меня получилось из 1 петли я вывязала 3. Дальше идет 2 изнаночные, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 2 изнаночные и вновь провязываю листик. Я даже не считаю 4, просто чуть-чуть натягиваю. Я вижу, что вот эта у меня петелька, она более вытянута, значит, через нее из нее я буду вывязывать свой листик. Далее идет у меня лицевая со спицы, и еще через эту петлю я провязываю 3-ю лицевую. Вот таким вот образом это сейчас выглядит. Дальше 2 изнаночные петли и 1 лицевая.
Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю одной лицевой, в данном случае это петля симметрии у меня, и кромочной петлей. 8 ряд, который я провязываю после листика, провяжу вместе с вами, хотя сложностей там никаких нет. Итак, кромочная петля, изнаночные я провязываю изнаночными по рисунку, лицевые лицевыми петлями. Вот я дошла до листика, здесь 3 петли, я их провязываю изнаночными. Главное соблюдать поочередность. Первая и третья петли, они как бы находятся в глубине, а вот эта петля здесь на поверхности, если так можно выразиться. И все я их провязываю обычной изнаночной петлей. 2, 3. Я провязала все 3 петли листика. Далее я продолжаю вязать по рисунку. 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 2 лицевые и вновь провязываю петли листика. 3 изнаночные. Первая, вторая и третья. Их хорошо видно вживую. Надеюсь, камера передает также хорошо. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная, петля симметрии изнаночная и кромочная у меня изнаночная скрещенная. Вот таким образом я провязала этот листик по изнаночной стороне. Далее 9 ряд. Начинаю его с кромочной. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. А петли листика я буду соединять в одну петлю. То есть я провяжу 3 петли вместе со второй центральной. Для этого я первые 2 петельки переношу на правую спицу, за работой подхватываю первую петельку, перед работой вторую. И таким образом меняю их местами, затем провязываю все эти 3 петли листочка одной лицевой. Все, листик выполнен. Вот так он выглядит. И продолжаю вязать 2 изнаночные, 3 лицевые петли, 2 изнаночные и вновь соединяю петли листика. Провязываю их одной лицевой петлей. Первую и вторую я меняю местами. И все эти 3 петли провязываю одной лицевой. Далее идет 2 изнаночные и 1 лицевая. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. 11 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной.
13 ряд. Вот здесь этот нюанс, о котором я говорила в начале видео. Как видите по схеме, первая петля — это начинает вывязываться листик. Что я хочу сказать? Если это у вас плечевое изделие и вот здесь боковой срез, то я эту петлю провязываю просто лицевой, я не формирую здесь листик. Если же это, к примеру, палантин, тогда я формирую здесь листик, но в этом случае я буду набирать еще одну лицевую петлю симметрии в начале и в конце ряда, чтобы этот листик не был сразу около кромочной, потому что все вот такие элементы вязания, как накиды, листики, вытянутые петли, которые находятся сразу около кромочной, они при обработке выглядят, с моей точки зрения, не очень аккуратно. Поэтому всегда рекомендую в таких случаях провязывать по одной лицевой дополнительной петле симметрии. И вот в этом маленьком образце, так же как и в большом, я в начале и в конце ряда листик провязывать не буду, только на самом полотне. Итак, кромочная. Вместо листика я провязываю одну лицевую петлю. Далее 2 изнаночные, 3 лицевые, 2, 3, 2 изнаночные. И вот здесь я формирую листик. Я также не считаю, насколько петель я опускаюсь вниз, потому что эту 4-ю петлю очень хорошо видно. Из нее вывязываю одну лицевую, 2-ю лицевую со спицы и 3-ю лицевую опять-таки с 4-й петли вниз, которая идет. Вот таким образом. Далее 2 изнаночные петли, 3 лицевые, 2 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора, и петлю симметрии точно так же, как и в начале ряда, я не буду здесь вывязывать листик, а просто ее провяжу одной лицевой. И ряд закончу кромочной петлей. 15-й последний лицевой ряд данного узора. Кромочную я переснимаю, и так как листик здесь я не формировала из первой петли, я ее провязывала просто лицевой, значит убавления 3 вместе петель здесь также не будет. Я повторю и провяжу просто это лицевой петлей. Далее 2 изнаночные, 3 лицевые петли, 2 изнаночные. И вот по центру полотна я провязывала листик, поэтому сейчас я буду закрывать эти петли, провязывая 3 вместе лицевой со 2-й центральной петлей. Я поменяла местами 1-ю и 2-ю петли и провязываю все 3 одной лицевой, вот таким образом. Дальше 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчивая одной лицевой петлей симметрии и кромочной. Вот так выглядят наши листочки. Надеюсь, мой эксперимент вам понравился, и вы заберете его к себе в библиотеку. Всем хорошего дня! До встречи на канале!